Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна. Сегодня я была в магазине в Евроопте и купила на скидке энергетические батончики. Вы знаете, Евроопт у нас считается магазином, в котором продают не совсем качественные продукты. Например, овощи и фрукты там или зеленые, или гнилые. Как-то так. А уж если они на скидке, значит они очень старые. Вот и батончики оказались очень сухими. Наверное, они были 2-летней давности. Я надеюсь, что в них не было червей. Хотя, вы знаете, я не умею ни петь, ни танцевать, ни корову доить, ни варить борщ, но у меня есть такой дар, как находить червей в испорченных продуктах. То есть, если в испорченном продукте, в еде, будет хоть один малюсенький червяк, я его обязательно увижу, обязательно замечу. Такой у меня дар или проклятие, я не знаю, как это лучше назвать. Поэтому мой вам совет, если вы собрались приехать в Беларусь, берите с собой еду, берите с собой продукты. К сожалению, я думаю, что хорошие продукты, более-менее хорошие, качественные и более-менее свежие, у нас можно купить не в супермаркете, как это ни странно, а на Комаровском рынке. Только там, я считаю, у вас есть возможность, у нас есть возможность купить продукты более-менее хорошего качества. Я очень люблю манго, но покупать манго в Беларуси – это выброшенные деньги. Но однажды я поехала на Комаровку, проходила мимо лотков с продуктами, с овощами, с фруктами и почувствовала запах манго. Я просто пришла на запах, представляете? И продавец вложил мне манго прямо в руки, и оно так вкусно пахло. Оно было такое мягкое, ароматное. И он мне сказал: 20 рублей. Но я тогда работала в саду за $150 в месяц, а манго, получается, стоило $10. И для меня это было очень дорого. Я отдала ему манго и ушла. Однажды я видела молодого человека в магазине. Возможно, это был иностранец, потому что он был хорошо одет. Он ходил, выбирал продукты и подошел к лотку с помидорами, с томатами, взял помидор и начал его нюхать. Мне было так смешно, потому что у нас помидоры, как я сказала, или зеленые, или гнилые, или нужно ждать августа месяца, когда появятся белорусские помидоры, и то не факт, что они будут ароматными. И мне было очень смешно и забавно наблюдать за ним, как он пытался найти помидоры ароматные, свежие в Беларуси зимой. Я могу бесконечно говорить о наших продуктах, и, к сожалению, не лучшие слова, не хвалебные отзывы. Поэтому я хочу сказать спасибо вам за то, что вы поднимаете мне настроение, за то, что вы поддерживаете меня, пишите мне комментарии, даете полезные советы, вы очень мне этим помогаете. Вы знаете, как мне важна ваша поддержка. Наверное, сейчас YouTube – это единственное, что поднимает мне настроение. К сожалению. И сейчас мне трудно даже поверить, что у меня были мысли оставить съемки, бросить YouTube. Просто когда я снимала видео по грамматике, они были немного скучными, занудными. И когда нужно было выбирать, я продолжаю работать на YouTube, или я заканчиваю и сворачиваюсь. То есть мне нужно было выбирать, я закрываю свой канал или я показываю свое лицо и начинаю говорить на камеру.
Мне было очень трудно это сделать, это был очень сложный выбор для меня, потому что когда я начинала вести этот канал, я не думала, что когда-то я буду говорить на камеру и что я открою свое лицо. То есть изначально я планировала делать видео со звуком и с картинками. Но я поняла, что такие видео на YouTube, особенно сейчас, совсем не популярны и не интересны. И вы знаете, процесс съемок меня захватил. Я пыталась привлечь к этому делу своих родственников. У меня есть видео, где студентка Маша и студент Саша рассказывают о себе, о своей жизни, о том, что они любят. И я просила своего племянника сыграть Сашу, но он отказался, потому что он стеснительный, как и все мои родственники, как и я сама. То есть это неудивительно. Поэтому этот персонаж, этот характер мне пришлось сыграть самой. И у меня долгое время без надобности лежал парик, и теперь он, наконец, мне пригодился. Я надеюсь, что вам эти видео также нравятся, также интересны. Я планирую продолжать записывать видео с разными персонажами. Скорее всего, я буду делать какие-то диалоги. Одно видео, диалог, уже есть на сайте Patreon, на моей странице. И если вы хотите его посмотреть, то, пожалуйста, подписывайтесь на мою страницу на сайте Patreon. Мне будет очень приятно вас там видеть. Спасибо вам за поддержку, за то, что смотрите мои видео. Мне это очень помогает в моем творчестве. Желаю всем отличного настроения и хорошего дня. Пока!